Всем добрый день, друзья мои. Сегодняшний ритуал я хочу подарить женщине, которая попросила у меня сегодня помочь ей найти работу новую. Я не буду ее называть, она себя узнает, это не имеет такого значения. Алтарь, который вы видите, на самом деле это совсем к другим ритуалам имеет отношение, поскольку я иногда оставляю на несколько дней, когда я усиливаю себя и денежную энергетику, то ложу на свои фотографии деньги. Однако вам потребуется совсем другое. Я это убирать не стала, но ничего страшного, это не мешает. Вам нужно найти либо черную, либо синюю свечу, либо коричневую, в любом случае темную свечу. Сейчас, по-моему, даже в церквах продаются. Как-то я спросила у одной бабки, а для чего там черная свеча? Она сказала, для интимных таких между супругами. Браво. Даже черные свечи уже есть. Нет, но что в Армении в церквях были черные свечи, и очень давно, еще с моего детства, и сейчас есть. Черные свечи используются на похоронах. То есть, как траурные знаки. Сейчас, конечно, их берут уже по другим назначениям, но это не важно. Итак, у очень многих людей, в принципе, связана жизнь и будущее с работой. Нам всем нужны деньги. Сколько бы там кто ни тявкал, тявкают те люди на деньги и на то, что там богатым быть нехорошо, которые на самом деле не стремятся ни к чему. У них страх перед деньгами. Им так удобнее, легче, им лень подняться и что-то сделать, поэтому деньги, работа, богатство – это очень плохо и так далее. Это очень хорошо, если у тебя, у друзей возникают проблемы, и ты хочешь им помочь, но сам не имеешь, как ты можешь им помочь, согласны? Для того, чтобы помочь миру, чтобы быть полезным миру, для начала надо самим жить хорошо. От работы многое зависит, естественно. Вот я сейчас хочу ей подарить ритуал, как найти работу. Для этого вам нужна темная свеча, еще раз говорю. Вам нужен кусок мяса, желательно свежее мясо, не из холодильника, желательно с кровью. Не прям так, что прям кровь текла оттуда, но чтобы была кровь. И желательно. Если не будет, ничего страшного. Отрежьте кусок мяса, лучше говядина. Черная свеча, кусок мяса, ваши фотографии на алтаре. На фотографии можете ложить доллары, можете ложить рубли 100-рублевые. Это не имеет значения. Сколько количество штук и так далее. Без разницы. Черный алтарь. Можно просто на столе это делать, без черной скатерти. Но чтобы было мясо, темная свеча, ваша фотография и положены на ваши фотографии деньги. Кроме того, желательно, если у вас есть золотая вещь, тоже использовать. Вот этим ритуалом я когда-то находила работу в самые кризисные моменты, когда люди не могли понять, откуда мне эти работы находятся. Я просто нуждалась когда-то в работе. Заходила и говорила: здравствуйте, у вас, я слышала, есть работа. Они прям охреневали, потому что они не давали ни объявлений, ничего, они только собирались на днях. А я заходила, вот так я устраивалась на работу и была довольна, собственно говоря. Я этот ритуал упразднила немножко, для того, чтобы людям было легче провести этот ритуал. И теперь дарю людям. Еще раз говорю, темная свеча, кусок мяса, золото, если есть, если нет, ничего страшного, ваша фотография и на вашей фотографии купюры. Читаем 13 раз, но я прочитаю один раз, потому что мне это особо-то не нужно. Этот ритуал могут использовать и практики, если им не хватает работы, если они еще хотят, если им срочно нужны деньги, а деньги приходят от работы, не с воздуха, они тоже могут это себе провести. Итак, читать 13 раз. После
Мясо, да, забыла сказать. Мясо отнести под дерево, оставить и сказать черному коту отвернуться и уйти. Все. За очень короткое время, может, даже на днях вы найдете работу. Начнем. Оседлаю я черного кота. Кот-котище, посланник древних сил. Ты любишь золото, ты любишь деньги и богатство. Ты знаешь, где вольготные места, хорошая работка. Чтобы меньше работать, да больше получать. Умчи меня в те хлебные места. Да получу я то, что просят мои уста. Говорите свою просьбу. Например, хочу такую-то такую работу с такой-то зарплатой. 80% совпадет. Кот раз мяукнет, и мне работка найдется. 2 мяукнет, почетное место мне сочтется. 3 мяукнет, и посыпется работка. Выбираешь, что охота. Им мои труды, мне их деньги. Сказано, сделано. Проведите. Кстати, черный кот такой персонаж, очень часто встречающийся в древних заклинаниях. В любом случае. Проведите, друзья мои, и за короткое время найдете ту работу, которую хотели. 80% совпадет именно с тем, что вы напишете. Если вы напишете, скажем, я не знаю, 100 тысяч зарплаты, получите 80, может быть. Тоже неплохо, правда? Удачи всем!